Всем привет! Вы на канале в хоккее. Сейчас мы посмотрим четвертый матч легендарной суперсерии 1972 года СССР-Канада. Перед этим матчем наши игроки дарили каждому канадскому хоккеисту один из главных наших сувениров – матрешку. И самую гигантскую матрешку подарил Кузькин Эспозито. В состав СССР вернулись Рагулин и Паладьев вместо Гусева и Шаталова. После повреждения вернулся Викулов в свое привычное сочетание с Мальцевым и Харламовым. Вновь в составе Блинов, в тройке с Михайловым и Петровым. Они попали в заявку Солодухин и Мишаков. Очень неожиданно Бобров оставил 10-м и 11-м нападающими одних из лучших наших игроков Якушева и Шадрина. В воротах Канады появился Драйден. Вместо Лапоинта и Савара в обороне появились Оури и Силинг. И в целом 8 новых игроков по сравнению с третьим матчем у Клиновых. Четвертая и последняя игра канадской части серии проходила в Ванкувере. Подписывайся, если любишь хоккей прошлого, и ставь лайк за качество видео. Канадцы начали активно. Хендерсон отдает Парку, бросок с убойной позиции, но мимо. У канадцев удаление уже на второй минуте, и в большинстве Петров на Лученко, бросок и подставление Михайлова 1-0. Петров мастерски под клюшку Эспозито отдал Лученко, а тот видно, что не бросал, а отдал сильно стоящему в одиночестве на пятачке Михайлову. И Борис Петрович в касание блестяще переправил ворота, тем самым распечатал только что вернувшегося в калитку Драйдена. Еще момент у Михайлова. Блинов ему отдает, Драйден справился. Голдсуорси молодец, вернулся в состав и на 6-й минуте удалился уже второй раз. Первое большинство наши реализовали, во втором Харламов скидывает на Лученко, прострел и 2-0. Михайлов уже на 8-й минуте оформляет дубль. Оба гола в большинстве, оба с великолепных подставлений, оба с передач Лученко. Вот это фора в начале игры. Борис Петрович просто красавец. Оба гола похожи друг на друга. Вот что значит 2 удаления и сразу 2 гола. Контратака. Викулов отдает Мальцеву 1 на 1, и опять он бросает под опорную, но никак не может забить в этой серии. В ответку Перро заряжает что есть сил, мимо. Блинов выходит с угла на ворота, Драйден чудом выловил шайбу. В большинстве наши входят в чужую зону, и Кларк сбивает Цыганкова. Судьи побоялись оставлять канадцев втроем, а удаление чистое. Цыганков поливает от синей, Драйден спасает с большим трудом. Первый период канадцы провалили. Еще хорошо, что счет лишь 0-2 для них. Лученко наносит несложный бросок, Драйден ошибается, шайба идет в ворота, но Оури спас Канаду. Петров отдает отличный пас Блинову, Блинов оставляет Михайлову, и можно было оформлять хет-трик. Петров хитро добавляет из-за ворот. Кузькин бросает от синей, Драйден прижимает шайбу. На 26-й минуте Перро подхватывает шайбу за своими воротами, пролетел всю площадку и 2-1. Перро по пути на отличной скорости обыграл троих наших игроков и отдавал передачу на пятак, но шайба попала в ногу Васильеву и зашла в ворота. В
хоккее автоголов нет, поэтому шайба записана на перо. Вот вам и первый матч в серии молодого Перро. Кстати, кто-нибудь знает, почему в хоккее нет автоголов? Le but de l'équipe Canada, compté par le numéro 23, Gilbert Perrault-Sancerre. Перро поверил в себя и пошел на второй заход, но Мальцев отобрал у него шайбу в чужой зоне, обыгрался с Харламовым и с упора в очередной раз не забил в серии. Кларк оставляет назад Эллису, Третьяк тащит, Эллис проталкивает шайбу, но она не зашла. Посмотрите, Эллис повторно проталкивает, и Цыганков красавец, рукой бьет по шайбе, и она под Третьяком. Идеальное решение, если бы накрыл Цыганков шайбу, был бы буллит, а там уже и Кларк был готов добить ее в пустые. Вбрасывание в нашей зоне, Степлтон ошибается грубо на синей линии, Петров убегает с Блиновым 2 в 1, и счет становится 3-1. Сначала Петров отлично перехватил пас Степлтона, а потом еще и отдал отличный пас Блинову, который переиграл Драйдена. Отметим Михайлова, он вначале помешал Хендерсону бросить и заработал голевой пас. Прошла минута после гола Канады, а сколько уже событий. Силинг, великолепный пас на летящего Курнае, но Третьяк браво! И вновь дуэль Курнае-Третьяк, и вновь Третьяк сильнее, а Курнае аж сам влетел в ворота. Канадцы в большинстве проводят атаку сходу, Хэтфилд отдает передачу, и Жильбер забивает коньком. Движение коньком явное у Жильбера, даже по нынешним правилам эту шайбу отменили бы, хотя сейчас правила намного лояльнее. И здесь шайбу тоже не засчитали. Михайлов в меньшинстве проверяет Драйдена, и вновь неуверенно играет Кен. Силинг завозился в углу своей зоны с шайбой, его накрыл Мальцев, отдал Харламову, Валерий на Викулова и 4-1. Как мастерски разобрался Харламов, принял, развернулся и с неудобной выдал Викулову, который в касание переиграл Драйдена. Это первая шайба Викулова в серии. Драйден пропускает уже 11-ю шайбу за 1,5 игры. Третьяк играет на выходе, и Фрэнк Маховлич его сбивает и ложится на него, и просто держит в наглую. Ворота пустые, но наши отбились. Сумасшедший момент у Харламова. Мальцев прошел и оставил ему назад, но бросок мимо. Михайлов вновь заходит на хет-трик, но Драйден выручил. Якушев и Шадрин наконец-то вышли с Анисиным. Якушев, казалось, отдавал наверняка Анисину, но Драйден оставил мизерный шанс Канаде. Тут же кончается второй период. Сборная СССР впереди уверенно, 4-1. Третьяку всего лишь 20 лет, бросок Хендерсона с упора, и как же спокойно в таких моментах действует Третьяк. Анисин отдает за спину, и Шадрин с упора расстреливает, но Драйден спасает. Тройка Хендерсон, Кларк, Эллис, единственная без изменений все игры, и Эллис с края выходит на ворота, и как же спокойно опять Третьяк. Рагулин проваливается, Эспозито убегает, отдает на гол Бергману, но Третьяк что творит?
Tretiak made a beautiful save. Мальцев вновь не забивает, и Эспозито в контратаке чуть не ломает перекладину, а гол Цуорси добивает 4-2. He went right past Park there. Now another Esposito shoots. Forward. That's his long shot. Esposito. Канадцы поддавили и создали несколько моментов, не хотят проигрывать. Нашим главное сейчас не поплыть. У канадцев появился шанс. Bill Goldsworthy follows the puck up and buries it. Важнейший момент матча. Канадцы забегали. Маховлич на перо, тот с угла не попал по шайбе. Сам Фрэнк выезжает по дуге на пятак. Какой важный сейв Третьяка! Another try by Perot. Set it right across the goal mouth. Mahovlich from the corner. Set it right in front. And Perot took a slash at it. And it went off the side of his stick. Mahovlich gets another try. And Tretiak came up with that screen shot. В той серии в середине третьего периода команды менялись воротами. За время смены ворот канадцы остыли, и Якушев с Шадриным стали постоянно выходить с Анисиным. Якушев пас на Шадрина и 5-2. The loose puck still in there. Back of the net, Yakushев set it right in front. Here's an open chance. They score! They found that opening. Shadrin. Очень важная шайба психологически. Васильев закрыл борт, Якушев из-за ворот выдает Шадрину. Первый бросок отражает Драйден, но Шадрин повторно добавляет сетку. Бодунов и Лебедев уступили место на поле Якушеву и Шадрину. Канадцы спеклись окончательно, и сборная СССР играет, как говорят в футболе, на оле. Soviet in control of the puck, cleared back at their own blue line. Take a good look, Raglan. Over on that left wing, back to Raglan again to Maltsev. Then back to Skanslov. Over on the far side, now Maltsev breaks out to center ice with Harlamov. Maltsev shoots. It's deflected high into the crowd. Эспозито продавливает нашу оборону и бросает с неудобной. Тут Третьяк. И Деннис Халл добивал в упор. Браво, Третьяк! Деннис Халл – это младший брат Бобби Халла, которого не взяли на суперсерию из-за того, что он принадлежал клубу ВХА. Деннис в знак солидарности со своим старшим братом хотел отказаться от участия в суперсерии, но Бобби настоял, чтобы брат участвовал. Ближе к концу игры слышно, как зрители в Канаде гудят и освистывают своих игроков. За 22 секунды до конца матча Эспозито коньком отдал передачу как раз Деннису Халлу, и тот переиграл Третьяка. 5-3. Это так называемый гол престижа. Наши уже явно расслабились, но Деннис Халл исполнил и сделал все хорошо. Лучшими игроками той встречи в составе СССР был признан Борис Михайлов, в составе Канады Фил Эспозито, и после получения награды он выдал легендарную и пламенную речь, по сути, обращение к своей нации. Хочу сказать всем жителям Канады, мы старались, мы выложились на 100%, а люди, которые нас освистали, боже, все мы раздосадованы, разочарованы и огорчены некоторыми людьми. Мы не можем поверить, что в прессе о нас пишут плохо, что нас освистывают на наших собственных аренах. Если русские так поступят, я приеду и извинюсь перед всеми канадцами, но я не думаю, что русские будут освистывать свою сборную. Я крайне разочарован и не могу в это поверить. Некоторые ребята в команде совершенно упали духом. Мы все понимаем, мы стараемся изо всех сил. Делаем все, что в наших силах. Но давайте не будем отрицать, что у соперника хорошая команда. Но это не значит, что мы не выкладываемся на 150%, потому что мы выкладываемся. Фил, все это неожиданно. Мы живем НХЛ, тут великие игроки. Это неожиданно, потому что так писала пресса, что мы лучшие. Никто из игроков этого не заявлял, перебил Эспозито. Фил, мы знаем, как вы хороши, но люди не знали, насколько хороши советские игроки, как команда, и теперь мы поняли, в каком они порядке. Давайте оценим обе команды.
the people didn't realize how good the Soviet team was, and now we found out how good they are. I think we can appreciate how good both teams are. Все мы, все 35 игроков сборной Канады, мы играем, потому что любим свою страну, а не по какой-то другой причине. Можете выкинуть на ветер наши деньги из пенсионного фонда. Что угодно можете выкинуть. Мы приехали в сборную, потому что любим Канаду. И хотя мы играем и зарабатываем деньги в США, Канада все равно остается нашим домом. Это несправедливо, что нас освистывают. Фил, я думаю, люди видят, как вы старались, и мы надеемся увидеть от вас отличную игру в Москве и хотим пожелать вам удачи. Джон, мы будем лучше. Улыбаясь, закончил Эспозито. Во время этого интервью люди орали на меня. Мальчики лет 20 кричали, что мы должны признать превосходство коммунизма. Меня это сильно раздражало. Позже вспоминал Эспозито. Гарри Синден назвал последний матч полным разгромом его команды по игре, не по счету. А что это было в исполнении Эспозито? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обзор следующего матча. До свидания.